Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео поделюсь своими впечатлениями после использования различных товаров с платформы Wildberries. В начале видео короткое слайд-шоу, в котором представлены как раз те товары, о которых пойдет речь в данном обзоре. И если вдруг вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Начать обзор мне хотелось бы с вращающегося органайзера. Вот такой вот красавец на ножках. Крутится на 360 градусов. Себе я заказала органайзер в прозрачном корпусе. У продавца представлен также в таком прозрачно-зеленом. Органайзер выполнен в виде капсулы. Верхняя часть, она же крышка, съемная. И это, на мой взгляд, очень удобно. В нижней части 6 отсеков. И сама чаша, она такая с гранями, которые очень напоминают хрусталь. Тут есть также вот золотистые вставки, ножки и ободок золота по цвету ближе к желтому. Пластик довольно прочный, добротный. Под воздействием ацетона содержащей жидкости не мутнеет. Это я проверила для тех девочек, которые, возможно, захотят использовать данный органайзер как держатель кисточек для дизайнов ногтей. При желании ножки у органайзера можно снять, ну а в комплекте также идут такие вот прорезиненные вставки на клейкой основе, которые можно закрепить на ножки для того, чтобы они не скользили. Применение данному органайзеру, думаю, найдет любая девушка. Кисточки для макияжа, карандаши, лайнеры, туши, губные помады. Примечательно то, что все это будет храниться именно с закрытой крышкой, то есть пыль не будет оседать на этих предметах. Органайзер довольно вместительный. Возможно, просто у меня кисточек для макияжа не так много. В общем, помимо кисточек, я еще очень много что разместила в нем. И все замечательно видно при этом. Да, вот, то есть на туалетном столике, в ванной даже можно разместить такой органайзер. И смотреться он будет, на мой взгляд, очень презентабельно. Такому органайзеру, думаю, будет рада любая девушка, поэтому стоит присмотреться к нему в качестве подарка. Следующий органайзер уже такой вот побольше размером. Он также вращается на 360 градусов. Ножки золотистые. По цвету, опять-таки, ближе к такому светлому желтому золоту. Органайзер белый, ребристый. Благодаря своему высокому бортику все, что мы бы не разместили в этот органайзер при прокручивании, это никуда не свалится, не упадет и не улетит. Высота органайзера с ножками где-то примерно 7,5 сантиметров, а диаметр 28 сантиметров. Данный органайзер можно использовать в ванной комнате для косметических средств. При этом очень много косметических средств в него поместится. Также можно использовать данный органайзер и на кухне. В каких-нибудь таких вот в глубоких ящиках, где сложно достать что-то с заднего плана. А тут вы помещаете все на этот органайзер, устанавливаете его в ящик, и при необходимости вы в любой момент легко сможете достать то, что вам нужно. Также данный органайзер можно использовать в качестве фруктовой вазы. На столе он смотрится, на мой взгляд, шикарно, удобно очень. И не только фрукты, можно и печеньки, конфетки в такой органайзер разместить. В общем, присмотритесь. Следующий товар – это топ. У продавца данный топ представлен в двух цветах, в белом и в черном. Я для себя выбрала в черном цвете. Тут вот бирка магазина Шиктон и две резиночки для волос в подарок, за что отдельное спасибо продавцу. По заявлению продавца в составе 95% хлопок, 5% эластан. На ощупь ткань очень приятная.
К пошиву тут абсолютно никаких претензий, так как все строчки ровные, все края очень качественно обработаны, вот этот вырез отлично прошит. И в области груди там идет такая и дополнительная вставка из тканей. Сама ткань тянется довольно хорошо, не просвечивает. Ну вот и на момент уже озвучивания видео дважды стирала этот топ, и он никак не деформировался, то есть особо не сел, при этом он не линял, ну то есть не было никакого такого изменения цвета, все замечательно. И с юбкой, и с брюками, и под пиджак, и под какую-то распашную кофту, да и просто вот летом данный топ, ну, мне кажется, вот просто универсальный и в пир, и в мир, и в добрые люди. Пожалуй, я закажу себе также еще и в белом цвете. Следующий товар также от этого продавца. Все покупатели этого товара были довольны им на 100%. Мне нужна была толстовка с капюшоном, поэтому я решила заказать именно эту и у этого продавца. Тут также две резиночки в подарок, за которые отдельное спасибо. В области грудной клетки тут такая большая неоново-синяя надпись, очень яркая. В переводе с английского плохой, плохая. При этом надпись меня абсолютно никак не смутила. Также тут есть такой сквозной карман, по-моему, он называется кенгурушка. Ну, сзади есть такая бирка с логотипом магазина Шиктон. Тут также к пошиву, качеству ткани, к строчкам абсолютно нет никаких претензий, никаких вопросов. Все качественно и добротно выполнено. После стирки цвет не изменился, надпись на месте, усадки ткани не замечено, швы также не расползлись, то есть абсолютно все хорошо, все замечательно. Данная толстовка мне понравилась. Ну, ткань приятная телу, большой глубокий капюшон, а, вместительный карман. Причем карман расположен именно там, вот где нужно, так вот, чтобы удобно было просовывать туда руки. Крой свободный, в толстовке чувствуешь себя комфортно. По-моему, молодежь называет такие вещи худи, но для меня это все-таки толстовка с капюшоном. Следующий товар – подвеска, кулон в виде клевера. Подвеска выполнена из серебра 925 пробы. Проба есть, то есть как бы на этикетке все характеристики, все указано. Также вот это серебро покрыто позолотой, а зеленый камень – это малахит. При этом производитель уверяет то, что тут использовался именно натуральный цельный малахит, а не прессованный. Первый раз делала заказ у этого продавца и могу сказать, то, что изделие мне понравилось. Выполнено оно отлично, никаких нареканий у меня к изделию нет. Малахит сверкает, и что самое примечательное, то, что кулон с двух сторон выглядит плюс-минус одинаково. То есть, если в процессе носки вдруг у вас там кулон как-то перевернулся, абсолютно ничего страшного в этом нет, конечно же. Но вот то, что именно с двух сторон кулон выглядит хорошо, это, на мой взгляд, плюс. Тут также плюсом является очень такое широкое, большое ушко, через которое можно продеть и такую довольно толстую цепочку. И пусть это не бриллианты, но согласитесь, для нас, девочек, ювелирные украшения – это всегда приятные подарки. Прочитала, что малахит впитывает в себя всю негативную энергетику. Я так думаю, что многим блогерам такой камушек послужит в качестве оберега от хейтеров. Ну, я шучу, конечно же, мы очень любим хейтеров. Ну а так малахит подходит практически всем знакам зодиака. Единственное, ракам и девам нужно вот там как-то воздержаться от долгого ношения такого камня.
Следующий товар можно рассматривать в качестве подарка для мужского пола. Это отвертка электрическая. На самом деле пользоваться ею настолько удобно и просто, что справиться с управлением даже ну, не очень сильная девушка. Тут у нас такой плотный кейс на замочке. Он тряпичный, этот кейс. Также в комплект входит провод для заряда вот этой вот самой аккумуляторной отвертки. Сама отвертка ну, в виде такой, как бы, не знаю, э, как пистолет, можно сказать. Тут есть подсветка. И, ну, отвертка очень проста в управлении, на самом деле. Вот тут вот отверстие для зарядки, собственно, и тут же вся информация, все характеристики. Сразу на корпусе есть переключатель, вращение вправо, вращение влево и нейтральное положение. При этом отвертка не крутится, оно единственное только загоряется вот этот вот светодиодная лампочка. Также в наборе есть кейс, он жесткий, такой пластиковый, и тут, значит, вот есть вот эти вот насадки. 12 различных высококачественных бит из стали. Также есть такой вот удлинитель для труднодоступных мест. Ну, вот длина 6 сантиметров. Ну, то есть удлинение на 6 сантиметров. Работает относительно бесшумно. В соседней комнате там практически не будет слышно. Вот эти вот биты, они вот как примагничиваются, да, вот к отвертке. То есть так просто они не вылетают. И, конечно же, благодаря подсветке можно ну, работать в темное время суток, либо в каких-то таких темных уголках, где-то что-то прикручивать, либо откручивать. В процессе хранения такой комплект много места не займет, но при необходимости все, как говорится, в одной коробочке. Заряда хватает надолго. Пользуемся уже полгода, заряжали дважды только. Когда заряжаешь, тут загорается красная лампочка, когда отвертка полностью зарядится, ну, вот огонек горит уже таким вот голубоватым светом. Весит сама вот эта отвертка немного, поэтому ее, ну, вот ею комфортно работать, рука не устает. И тут я вам решила продемонстрировать, собственно, как она работает. Нашла ненужную деревяшку. Вот, собственно, даже я смогла закрутить и раскрутить, и выкрутить, вернее, ну, не знаю, что это, саморез. Следующий товар – это банное полотенце а-ля халат для девочек. У продавца, кстати, представлены подобные полотенца с различными мордочками. И там можно подобрать ну, такое вот полотенце для мальчиков. Полотенце рассчитано на возраст от 3 до 8 лет, размером 140 на 70 сантиметров, ткань микрофибра. Я выбрала такой вот розового утенка, ну а точнее тут капюшон, ну вот с такой вот мордочкой, скажем так. У продавца там есть и медвежата, и зайчата. В общем, можно выбрать тот, который вам больше понравится. К качеству пошива у меня абсолютно никаких вопросов нет. Тут также имеются две кнопки. Они пластиковые. Не знаю, как долго они прослужат. Ну и вообще, в принципе, нужны ли они. А так, само полотенце мягкое на ощупь, приятное. То есть оно действительно быстро впитывает воду, но и быстро становится, собственно, влажной. Но стоит отметить, что и сохнет оно тоже довольно быстро. Вот тут вам очень хорошо видно, то, что с внутренней стороны есть такой вот небольшой ворс, и он тоже очень приятный на ощупь, очень приятный к телу. Мягкий такой, пушистый. И мне нужно было два таких полотенца для двух девочек. И я очень рада, то, что продавец прислал мне одно полотенце, у которой вот мордочка с розовым клювом, а второе полотенце с желтеньким клювом. Во всяком случае, так они теперь смогут их различать.
Стирала при температуре 40 градусов, полотенца не линяют, не садятся. Белое осталось белым, розовое осталось розовым. В общем, никаких претензий к данному изделию у меня нет. Детям нравится, они очень мило смотрятся в этих капюшонах, ну и любят пользоваться этими полотенцами не только после купания, но и а, в качестве как обычного полотенца каждый день. Впервые решила показать что-то съедобное с Валберес. Не знаю, интересна ли вам эта категория товаров. Напишите в комментариях, и я с удовольствием почитаю. Это пастила. У подруги пили чай, и вы знаете, вот эта вот пастила мне так напомнила вкус детства, что я вот бегом на Валберес и заказала сразу коробку 700 грамм. Данная пастила абсолютно натуральная, без сахара, без ароматизаторов, без красителей, ну, без каких-либо добавок. Данная пастила изготавливается в Северной Осетии, за что им низкий поклон за такой вот качественный продукт. Упаковка яркая, красочная, добротная. В принципе, вот такой вот набор можно и ну, вот, в качестве подарка преподнести. Тут представлено в коробке 5 вкусов. Ну и вот так вот выглядит пастила. И вот эти вот дольки, они, знаете, они, ну вот, они еще разделяются на более тоненькие такие полосочки. Срок годности 12 месяцев. И вот там вот состав просто натуральные фрукты. Имбирь с лимоном, абрикосовое пюре, яблочное пюре, вишневый сок и сливовое пюре. Вот все 5 вкусов. Но разницу между этими вкусами вот лично я не улавливаю особо. Разницу, наверное, может почувствовать какой-то вот прям гурман. И, скорее всего, это к лучшему, потому что для меня они вот все 5 вкусов и все вкусные. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!